Надеюсь, меня слышно. Это внеплановый эфир. Сегодня такой лайфстайл. Погода хорошая. Решил записать стрим. Тема соматические реакции. Открою чат, посмотрю, если кто-то меня будет смотреть, то хорошо. Кто не будет смотреть, ну ладно. Только давно уже не вел эфиры. Не знаю, что тут произойдет в этом эфире. Ну, надеюсь, меня слышно. Соматические реакции. Ну, в основном, наверное, этот эфир будет для тех, кто у меня брал курс по психологии, нейроэнергопсихологии. И для тех, кто решает свои проблемы самостоятельно, у кого не хватает средств на специалистов, кто рьяно уверен, что в принципе это все разрешимо. Ну, как бы в действительности, да, все разрешимо, можно самому до всего дойти. Просто в определенных случаях это тратится время. Ну, у кого его полно, тому и подойдет. Я как специалист сталкиваюсь с разными людьми, с разными реакциями, в том числе в свой адрес, ну и сам позиционирую себя как-то в социум, во Вселенную. И иногда приходится над собой работать. Но вот хорошо, что когда ты замечаешь за собой определенную реакцию и сразу пытаешься понять, почему она. Так вот, когда мы занимаемся психологией, мы отрабатываем определенные паттерны, убираем заряд в мозге, ну и, соответственно, как бы проблему решаем. Это при условии, что проблема психологическая. Но бывает, что невозможно добиться хорошего результата. И вот я сейчас объясню примерно, как должна складываться работа. Работа будет складываться примерно следующим образом. Предположим, что вы, даже если вы специалист или не специалист, с кем-то взаимодействовали. По каким-то причинам у вас возникло определенное поведение. Ну, давайте так, один человек что-то сказал, второй человек что-то ответил. Это самый идеальный вариант, когда ты знаешь, почему ты так отвечаешь. Ты видишь интонацию, видишь мимику, ощущаешь энергетику человека, и у тебя складывается полный портрет повествования, да, от того человека к тебе. Но когда у нас гаджеты, а мы живем в современном мире, не всегда понятна интонация, ты не видишь мимику, не видишь вообще, в принципе, заряд человека по отношению к тебе. И ты как бы сам себе надумываешь эти вещи. То есть ты предполагаешь, что тебя, возможно, оскорбили, ты предполагаешь, что тебя, возможно, обманули, ну и еще что-то в этом роде. У тебя возникает реакция. Так вот, самое важное на самом деле во всем этом, во всем, что произошло, самое важное, как ты себя чувствуешь по отношению к этому контексту. Мы с вами знаем, что контекст — это некая модель, существующая на данный момент взаимодействия. То есть я уже рассказывал в своем курсе, что существует слово «блок». Мы, как кинезиологи, массажисты, мануалисты, воспринимаем слово «блок» буквально примерно в следующем смысле. Функциональный блок позвонка, ну или еще какой-то, да, вот связанный с телом. А строители блок, они думают, бетонный блок весом 5 тонн. И вот это называется контекст, в котором общаются люди. Так вот, если вас этот контекст, в котором вы общаетесь с человеком, заставил вас испытывать ощущения, нужно привязаться вот к этому ощущению. Не к тому, что вам сказали, не к тому, что написали, а вот к этому ощущению. Когда вы к нему привязываетесь, вам будет проще найти причину. Так вот, обычно это определенного рода защитные реакции. То есть поведение сводится к тому, чтобы отстоять, защитить себя, свою территорию, своих близких, ну еще что-то. То есть оборонительные реакции. И вот наши оборонительные реакции, они не лежат в спектре работы коры, осмысленного психики. То есть это некоторые реакции, которые лежат более глубоко. Вот.
И поэтому первое, что нужно понять, что в действительности эта ситуация в жизни, и вам нужно отблагодарить этого человека, в первую очередь, за то, что он появился в вашей жизни, что он создал вот этот момент, где вы можете переосмыслить свое поведение и найти свою проблему. Как только вы поблагодарили, можете уже отпустить вот эту ситуацию и начать работать с собой. В моем курсе по психологии мы разбираем, как это правильно, модель триединого мозга. Там и на каждой зоне мозга, каждому этажу мозга свойственны определенные реакции. Оборонительные реакции – это спектр работы продолговатого мозга, да? Рептильный мозг – это все инстинктивные реакции, осеменение, оплодотворение, защитные реакции, ну и так далее в этом списке. То есть все, чтобы выжить здесь и сейчас. Поэтому вот эта ваша реакция, вот это ваше ощущение рождено не сознательным умом, далеко не сознательным умом. И значит, уже понимая это, вы можете прийти к следующему выводу. Эта ситуация в моей жизни произошла для того, чтобы вызвать это ощущение. Это ощущение сформировано у меня моим телом по причине чего? По причине того, что я должен как-то защититься. Вопрос, от чего защититься? В контексте мозга, рептильного мозга, чтобы защититься, нужно активировать что-то. То есть у нас у каждой части нашего тела есть функция. Мышца сокращается, сердце тоже сокращается, стучится, да, легкие дышат, печень вырабатывает желчные кислоты, формирует гормоны, да, то есть благодаря печени через жирные кислоты. Так вот, в контексте тела это просто нужно создать. Солнце светит, вижу, что не очень хорошо будет видно. Вот так. В контексте тела нужно создать некий коктейль внутри тела для того, чтобы запустить определенные паттерны. Все, вот и все. Вот чем мыслит ваша примитивная система. Создать химический, ряд химических преобразований для выживания. Зачем оно это делает? У тела есть определенный опыт. Определенный опыт, когда оно справилось с какой-то проблемой. И, как правило, если мы берем тело, то это проблема не психологического характера, а механического воздействия. Ну, как правило, это механика. То есть тронули, надавили, ударили, укололи и так далее. Значит, что в предыдущем опыте тело именно это и решило с помощью этих реакций, инстинктивных реакций. И сейчас оно дает вам возможность с помощью этих же реакций решать примерно ту же проблему. В чем проблема заключается? В чем парадокс? Парадокс в том, что нижний этаж мозга управляет верхними этажами. Вот в чем парадокс. И эту проблему вам тяжело решить, потому что вы не знаете причину, по которой это существует. Так вот, теперь вы знаете, как правило, это механическая проблема. Или некая модель памяти, которая существует в самом теле, не в сознании. А из модели триединого мозга мы уже знаем, что для вышележащего этажа, для лимбической системы, угроза вашему социальному статусу, то есть угроза вашему эго, это то же самое, что угроза механическая для тела. И если модели не сформировано поведение в таком контексте, да, взаимоотношений, то вы обращаетесь уже к чему? Да, к тому, у кого есть опыт. Так вот, опыт есть у тела. И у тела есть опыт через инстинктивные оборонительные механизмы. Соответственно, вот это чувство ваше, оно может вас привести именно скорее всего, к этому и приведет. Давайте теперь, раз уж мы все вот это знаем, вот это мы знаем, что у тела есть опыт, опыт сформировал возникновение ряда реакций
для преобразования химических каких-то взаимоотношений в теле, для того, чтобы ресурс тела выжить сейчас. И узнали, что угроза вышележащая система воспринимает угрозу из социума точно так же, как тело воспринимает механическую угрозу для потери какой-то части себя. Значит, вообще для вашей сущности это две одинаковые реакции. То есть потерять жизнь и в том смысле для вас как бы одно и то же. Что на вас кричат, что вас обвиняют, что вам что-то говорят, что вы сделали не так, или еще какой-то контекст. Это то же самое, что вас сейчас убьют. Вот так воспринимается этой системой. Теперь возникает вопрос, как решить эту проблему? Как я предлагаю ее решить, да, вот так скажем. На примере тригеминального рефлекса. Тригеминальный рефлекс мы проходим в курсе «Примитивный рефлекс». Первый модуль. Тригеминальный рефлекс – это рефлекс тройничного нерва, запускающий реакцию на сердечную мышцу, то есть раздражение тройничного нерва. Было научным путем доказано, что когда делают операцию на роговичных слизистых, на роговице, на слизистой глаза, активирует тройничный нерв, и сердце начинает биться сильнее. То есть вот такой вот рефлекс. То есть трогаем глаз, а бьется сердце. Это нормально. Знаете почему? Потому что если потерять глаз, это как бы потеря, смерть, сродни одному и тому же. И поэтому тело запускает через этот рефлекс вот эту реакцию. Увеличение частоты сердечных сокращений, формирование более усиленного движения сердца, усиленного движения крови, активация и так далее, симпатического звена нервной системы, чтобы выжить. Но вот кроме вот этого рефлекса существуют другие инстинктивные реакции, и они располагаются в несколько иных отделах. То есть вообще реакция может запуститься с любого отдела нервной системы. Для этого нужно понимать, какие отделы нервной системы существуют. Осмысленная кора, которая обрабатывает информацию и дает информацию сверху вниз для исполнения. Есть лимбическая система, центральный участок мозга, средний мозг, который формирует некое ощущение по отношению к чему-либо. Есть продолговатый мозг, в котором сосредоточена вся вегетатика, которая управляет функциями витальными. И есть спинной мозг. В спинном мозге лежат ядра, и которые обрабатывают более короткие рефлекторные, замыкаются более короткие рефлекторные дуги для быстрых реакций. Так вот, вообще это все может запуститься с любого участка мозга, который находится ниже лимбической системы. То есть даже с самого нижнего позвонка. Так вот, замечено, что ряд инстинктивных оборонительных реакций запускается с сакральных отделов, с копчика и с крестца. И поэтому, чтобы как бы подавить вот этот оборонительный рефлекс, можно так его назвать, вам необходимо держать палец на копчике, один, а второй палец в области грудной клетки. Я показывал, как работать с тригеминальным рефлексом. Мы ищем первичную точку, перезагружаем и потом держим до проживания рефлекса и исчезновения этого рефлекса. Примерно то же самое происходит здесь. Так вот, ряд оборонительных рефлексов с сакральных отделов идет. И, соответственно, нам нужно найти точку там и точку в области грудной клетки. Обычно это в области грудной клетки рядом с грудиной. И таким образом, замыкая вот этот рефлекс, вы пытаетесь вот эту вот реакцию, оборонительную, инстинктивную, более раннюю, примитивную, немножко подавить. Когда подавляются вот такие инстинктивные реакции, вы можете осмысливать проблему. То есть пока она существует, вы проблему осмыслить не можете. Как только она исчезает, у вас появляется некая ясность. Обычно в головном мозге большая кора подавляет лишний шум, так называется это лишний шум, с помощью гамма-аминомасляной кислоты. Либо с помощью нейромедиаторов, то есть такой нейромедиатор глицин, аминокислота. Она не подавляет, но она как бы уравновешивает, стабилизирует, то есть немножко шум
придавливается лишний шум, и можно вычленить определенные важные сигналы. Так вот, здесь примерно такая же реакция, то есть вы берете этот инстинкт, который замыкается с двух точек, и немножко его давите. Вопрос. Вопрос встает такой. Я сейчас как бы сам с собой разговариваю. Мысленный эксперимент, да, называется. В чем суть? Почему нижележащий отдел управляет вышележащим отделом? Как себя вести? Если мы разберем более детально анатомическую какую-то составляющую, мы увидим, что существуют проводящие пути спинного мозга, да, от участков коры, от участков продолговатого мозга вниз в спинной канал. Туда уходит на какой-то участок, ну, назовем это спинномозгового сегмента, и заставляет этот сегмент это делать. То есть, ну, либо подать сигнал дальше на орган, либо подать сигнал на мышцу, ну и так далее. Либо на какую-то часть кожного покрова. Но существует точно такая же взаимообратная реакция, то есть когда есть возбуждение в определенном участке мозга, он также через проводящий путь подает сигнал наверх, и, соответственно, реакция будет уже какая-то другая. То есть он, мягко говоря, он является триггером. И вот мы должны подавить этот триггер. Это можно сделать примерно вот такой техникой. В чем же еще заключается проблема? Проблема в том, что данный механизм заставляет активироваться еще ряд таких же примерно механизмов, то есть уже подвластных ему. И вот часто вы увидите это наличие тригеминального рефлекса как способ реализовать, ну, мышечно-скелетное или так, сердечно-мышечное сокращение, да? То есть чтобы увеличить сердцебиение, для того, чтобы у вас появилось вот это вот, чтобы вот такое вот состояние появилось. Это значит, что у вас благодаря этому инстинкту появляется тригеминальный рефлекс. Поэтому вот эти два рефлекса нужно подавить. Для чего их подавлять? Да чтобы просто осмыслить, понять. Первый вариант, я вам сказал, это сакральная система, это точка на крестце. И если мы берем тригеминальный рефлекс, это точка на лице. Вот этот участок иннервирует страничным нервом. Чуть попозже расскажу. Вот этот участок страничным нервом. То есть вам нужно найти точку на тройничного нерва и точку также в области грудной клетки. Как распознать, что вы нашли именно те точки, которые необходимы? То есть их, как правило, всего две. Одна на лице, одна в области грудины и одна в области сакральных крестцовых сегментов, в области копчика и тоже возле грудины. Вам по ощущениям будет просто легче. Изначально вы должны оценить свое состояние. В курсе мы говорим про 10-бальную систему оценки. Система оценки может быть любая, 100-бальная, 1000-бальная. Какую себе придумаете, так и будет. И вы должны себе четко сказать: я поговорил с этим человеком, я либо обижен по 10-бальной шкале на 10, здравствуйте, либо я обижен на 10 баллов, либо я зол на 10 баллов, либо я оскорблен на 10 баллов, либо я унижен на 10 баллов и так далее, и так далее. То есть вам нужно вывести некую изначальную цифру, от которой вы будете отталкиваться, оценивая свое состояние. И когда вы ставите руки на определенные зоны, вы можете отследить систему таким образом. Вам становится чуточку полегче. То есть как бы уровень напряжения вашего эмоционального, он падает. И, соответственно, он не упадет до нуля. Почему? Потому что если вопрос стоит инстинктивных оборонительных реакций, это значит, что у вас отсутствует модель поведения в такой ситуации с социумом. Значит, ее просто тупо нету. То есть вы не сможете чувствовать себя на 100% лучше, это невозможно. Но вам станет легче. Почему? Потому что у вас как бы возбуждение системы просто снизится. На этих точках вы руки будете держать где-то до появления пульсации, как обычно я говорю, да, появления пульсации и ее исчезновения. Но
У всех по-разному, у кого-то 5 минут, у кого-то 10, у кого-то 20. Здесь вопрос личных ощущений. То же самое с тригеминальным рефлексом. То есть, когда вы подавили инстинктивную реакцию оборонительного характера, вы должны найти точку и отслеживать свое внутреннее ощущение. Оно будет не сильно, но оно будет падать. То есть где-то там от 10 до 5, от 10 до 8, до 7, до 6. Да, вы находите эти точки и ждете. То есть у вас количество сердечных сокращений начинает меняться, то есть оно становится реже, спокойнее. Это говорит о том, что все-таки потихоньку эти реакции уходят, и вы можете кору вовлекать вот в это состояние для того, чтобы осмысливать. Когда вы убрали вот эти два рефлекса, вот эти две реакции, вам станет более понятно, что умереть от ножа опасно, и поэтому логично так реагировать. А умереть от того, что вас как-то назвали или вам что-то вменили, это не так опасно. То есть это не несет за собой летального исхода. Это вы сами себе объясняете просто, да и все. Как только вы себе это объяснили, ваше тело понимает, что решить эту проблему с помощью инстинктивного оборонительного механизма невозможно. Почему? Потому что до этих пор вы это не решили. Далее получается следующее. Если тело научилось так выживать, вы должны понять, а какая часть тела была повреждена, благодаря которому появился этот механизм выживания. То есть, по большому-то счету, тело имеет опыт выживания от механического воздействия. Я вам дам, не 100%, 50%, что очень-очень много будет зависеть от того, что вас укололи. Понимаете? Укололи, я имею в виду прививочные осложнения. Соответственно, как минимум 50% людей могут себе понять, что тело научилось выживать подобного рода механизмом, включая дополнительные резервы типа повышенного количества сердечных сокращений, изменения биохимического состава крови благодаря вот этой травме. Значит, как решать эту, на момент, если это так, это может быть совершенно не так. То есть ваша задача — это отследить раннюю травму, благодаря которой научилось тело выживать. Это одна из самых ранних травм. Понимаете? Есть еще более ранние, допустим, допрививочные, есть травмы, связанные с родовспоможением. Возможно, мать ударили в живот, там внутриутробная травма. То есть это ничего не отрицается, но как вариант. Значит, что реакция идет с сегментов руки, то есть с чувствительных окончаний, с проприорецепции руки и так далее, и так далее. Как правило, эта рука более слабая у человека, он ей менее артикулирует. Кстати, надо поставить зарядку, ребят. Рекламная пауза. Все, ток пошел. Чувствую заряд энергии и бодрости. Значит, что? Сигнал пойдет с руки. Как правило, вам необходима локализация области ключицы. Ближе к плечевому суставу это ключица будет. Либо ключица, либо акромион, лопатка, ось лопатки. Одна рука локализуется сюда, а вторая рука локализуется на позвонки. От С6, если это плечо, от С6 и до С3. То есть вот эти позвонки какие-то надо будет локализовать. Если не можете дифференцировать, то ставите 4 пальца вот так, и все. И ваша задача с телом своим немножко разговаривать. Я благодарен тебе за то, что ты нашло выход из положения, и благодаря этому мы выжили. И
все последующие задачи подобного характера решались с тобой таким образом. Но сейчас травмы уже нет, и я разрешаю себе решить проблему осознанно, осмысленно. То есть угроза моему эго или угроза, ну да, назовем это эго, потому что в любом случае это обращение к каким-то своим внутренним душевным вещам. Это иное, это не так, как для тела. То есть вы пытаетесь телу объяснить, что эта реакция, которая помогла ему когда-то выжить, на данный момент уже все устарело, не актуально. Это как, знаете, утюги, знаете, да, вот на печке грели. Как бы утюги рабочие, они во все времена работают. Утюг, он в Африке утюг. Ну, блин, зачем мне в квартире растапливать печку и угли жечь, если можно просто включить в розетку новый утюг, да? То есть я решаю проблему с помощью нового инструмента. То есть вы проговариваете вот подобную аффирмацию, она может вами быть построена из любых слов, но контекст один и тот же. То есть я благодарю тебя, мы выжили, но угроза моему душевному или духовному или моему эго – это не то же самое, это иное. То есть это не влечет за собой летальный исход. Удерживайте эти точки, у вас появляется опять пульсация, она потом некоторое время держится и исчезает. То есть тело как бы с вами на каком-то языке вот таких вот вещей начинает разговаривать. Что вы чувствуете? Вы чувствуете, что заряд эмоциональный ваш, тот, который вы первоначально дали, он будет ниже. Ну, не на 100% ниже, где-то процентов на 50. Почему? Ну, потому что у вас подключены были еще системы, механизма эмоционального ответа, кроме инстинктивного, химического, был еще эмоциональный ответ, и поэтому существует замкнутая рефлекторная дуга именно в лимбической системе. И вот уже с этого момента вы можете работать по точкам. То есть помните точки эмоциональные, да? Если вы не умеете тестировать, то, соответственно, вы берете это, вот эти 50% своих, там, по 10-бальной шкале я чувствую себя сейчас где-то на 5. Окей, 5. И ищите точки. Эти точки будут опускать вот это процентное соотношение вашего самочувствия ближе к нулю. Нашли точки, ну, либо массируете, либо постукиваете, либо держите точно так же, да? То есть вы как бы запускаете реакцию рефлекторную дугу в лимбическую систему и отрабатываете уже с позиции лимбической системы. Важно это отработать. Почему? Потому что на старых эмоциональных картах вы не сможете построить новую качественную модель. То есть у вас-то есть некая такая модель, а вы пытаетесь на ней построить новую карту ответа. Не получится. То есть вам нужно вот эту модель тоже, ну, будем называть подавить, ну, в контексте нашего разговора. Точек может быть 1, 2, 3. Можете искать их экспериментальным, там, эмпирическим путем, а можете прислушаться к себе еще более ближе и понять, что вы ощущаете. Это может быть разочарование, ну, если по точкам, да, там, незащищенность, ужас, испуг, разочарование, тревога, озабоченность, страх, ну и так далее по списку. Когда вы все вот это отработали, вот это ваше ощущение, которое вас тревожило, вы опять вспоминаете ситуацию. Если вот эта ситуация вас еще, ну, щипает, да, будоражит, значит, не все. Вообще, по идее, как ситуация, она у вас должна вызывать некое ощущение, то есть есть ощущение, как на базе чего я должен принять решение об ответе на эту ситуацию. То есть если ощущение не возникает, то, в общем-то, можно продолжать в спокойном своем разговоре, в спокойном своем темпе, без каких-либо повышенных тонов или каких-то специфических слов. Если все же вызывает, то, соответственно, на базе этой реакции вы будете опять принимать решение. Помните, да, я говорил, что если у вас есть ощущение, вы принимаете решение о том, отвечать или не отвечать, с позиции вашего ощущения. Но если ощущения нет, то, соответственно, можно уже более осмысленно понять, что вам только что жизнь преподнесла.
А весь ответ кроется в следующем. Жизнь вам преподнесла примерно следующее. У вас есть дисфункция в теле. Тело реагирует на окружающую среду неадекватно. Вот и все, что вам нужно было понять. Вот и все, что нужно было понять. То есть вам нужно было найти механическую травму в теле. В чем суть названия нашего сегодняшнего прямого эфира? В том, что все проблемы в теле, практически все проблемы находятся внутри нас. И, как правило, мы сами ищем ответ неосознанно, когда мы ищем ответы на свои вопросы. Почему? Ну, вот я часто себе говорю, у меня есть определенная специфическая реакция. Я не буду ее озвучивать. Я как-то реагирую. И у меня очень резко включаются оборонительные инстинкты. И, как в Библии сказано, знаете, да, ищущий найдет. То есть, когда мы задаем вопросы себе, почему я себя так чувствую, почему у меня это есть, находятся ответы во внешней среде. То есть эти ответы заставляют нас испытывать это чувство постоянно. Возникают ситуации, на которые мы реагируем. Вот вам помощь Вселенной на ваши вопросы. Следующим этапом в вашей жизни это применить это к себе, что у меня конкретно. Вот сегодня я примерно рассказал, что у вас конкретно. Конкретно мы все травмированы в какой-то степени. 50% найдет это в области левого плеча, но потому что поколение уже сменилось, да, там 2 поколения практически так, ну да, 2 поколения, в общем-то, и прививалось. Вот я 3-е поколение, которое начало нормально, прививалось в течение там 20 века. Значит, у моей матери есть такой способ выживания, у моей бабушки, прабабушки, прадедушки есть такой способ выживания. И вот у меня тоже теперь есть такой способ выживания. А моему ребенку такой способ выживания не нужен. То есть передавать этот опыт не имеет смысла для него конкретно. Ну почему? Ну потому что он ему не поможет. Он ему просто усугубит жизнь. Поэтому вот так, ребят. Все вопросы к себе. К вам приходят ответы в виде раздражителей извне. И они вас раздражают. Вот если они вас раздражают, это хорошо. Вы быстрее найдете ответ. Вот такой сегодня был эфир. Надеюсь, всем все было понятно. Посмотрите, что-то комментариев больше мне не писали. Господи, где они? Почему я не вижу мои комментарии? Это странно. Почитаем сейчас. Мы нажимаем что? Вот что-то появилось. Так, доброго времени. Олег Вавилов. Как подавить? Ну, я вроде все уже объяснил, Олег. Я вам советую иголочкой. Если вы работаете с собой, это называется «я ленюсь работать». Поставить иголочку и не работать своим телом. Иголка – это иголка, а палец – это сенсорная зона. То есть здесь мало того, что… Блин, плохо как-то светит. Мало того, что у вас идет раздражение, у вас идет сенсорное считывание об информацию. Тело читает. Понимаете, это очень сильная сенсорная зона. Поэтому поставить иголку – это, конечно, круто, но сомнительно, конечно. Будет ли стрим про массаж? Ну, стримы вряд ли про массаж будет. Будет видео про массаж. Так. Ну, вроде все. Ладно, ребят, не будем затягивать. Полчаса – это достаточно большой срок для видео. Вы уже на него посмотрели. Спасибо всем, кто присутствовал, хоть и он был неплановый. Поэтому я с вами попрощаюсь. Всего доброго. Ну, до встречи в следующем видео. Теперь вопрос, как выйти из этого эфира. Ой, ребят, выходите сами, я запутался. Все, нашел.